Всем привет! Говоря о выходе фреш-серверов в Classic и возможных изменениях на них, я бы хотел обратить ваше внимание на вещи, реально существующие на ваниле, и которые, по моему мнению, были очень интересны и удобны в плане геймдизайна World of Warcraft. Но в силу различных, в том числе технических обстоятельств, не были реализованы. Тема длинная и весьма обширная, поэтому, чтобы подробно уложиться в каждый пункт, мы с вами начнем цикл видео, которые затронут большинство нереализованных, или забытых идей разработчиков WoW Classic, которые могли бы к нам вернуться, если бы вдруг у разработчиков внезапно появилась идея сделать WoW Classic лучше, и интересней. Возможно, 17 лет назад не было тех возможностей и ресурсов, которые позволяли бы воплотить большинство идей в жизнь. Но сейчас это совсем не мешает. Можно не бояться, что у игроков какие-то разработки не потянет компьютер, помешает слабый интернет. Сегодня команда разработки игры уже более профессиональная и вооруженная современными технологиями. А на канале Тернистая долина, на который вы, конечно, уже подписались колокольчиком на все оповещения, потому что вы мои самые хорошие зрители, хотите помочь в развитии канала, вы увидите все это сами. Но поможет нам в этом клиент альфа-версии World of Warcraft, каким-то чудом сохранившийся со времен тестирования и запечатлевший тот самый олдовый Warcraft, который был скрыт с глаз игроков и который был доступен только команде тестеров. Клиент жутко не оптимизирован, установить и запустить его оказалось тем еще геморроем, но главное, что мы можем изучить его и увидеть картину воочию. И, кстати, в качестве вступления хочу обратить ваше внимание на стыдливо скрытую модельку женского персонажа. Старые модели с альфа-теста впоследствии были удалены, взамен на более современные и проработанные, которые уже можно было кастомизировать и которые меняли свой внешний вид при смене экипировки. Разработчики не стали их полностью удалять, а оставили как музейные экспонаты в пещерах времени на ивенте спасения Трала, в портовом городке Соушор, где вы до сих пор можете посмотреть на эти древние артефакты. Но даже в пещерах времени этой мадам нету. В те времена Blizzard не очень переживали за свой моральный облик и создавали концепты игровых персонажей в очень откровенных костюмчиках. Сейчас бы они, наверное, побоялись так экспериментировать. Глядя, что они сотворили с Амазонкой во втором Diablo Resurrected, слеза наворачивается. И чтобы не возникали дополнительные вопросы, я веду вас в курс дела, и вам станет понятно, как проходил альфа-тест и по какой схеме добавлялся контент. Локации добавлялись не все сразу, а постепенно, одна за одной. И, как это ни странно, первая созданная локация была Вестфолл. Да, представьте себе, не Элвинский лес. Именно поэтому она была самой проработанной в плане детализации. И именно поэтому на старых скринах с альфа-тестирования мы видим Орду и Альянсы вместе в этом месте, которым приходилось осваивать новую игру в необычных условиях. Вместе с открытием новых локаций добавлялся и новый кап уровней, подходящий для текущего контента. Чтобы игроки не разбредались по миру и сосредотачивались на тестировании конкретного места. Разработчики устанавливали ограничения, мешавшие выходить за границы открытых зон. Это были либо невидимые стены, либо инферналы-стражи, которые, завидев нарушителя, вырвавшиеся за пределы доступной зоны, тут же его уничтожали. Сам тест проходил по схеме. Игрок исследовал локацию, убивал мобов, выполнял задания, а после оставлял репорт, либо делился впечатлениями, что конкретно ему не понравилось и что бы, по его мнению, было бы неплохо изменить. И порой фантазия разработчиков просто разбивалась о нежелании игроков видеть какие-то идеи в игре. И приходилось подстраиваться под их настроение. В игре присутствует огромное количество ролеплея, дающее игроку погрузиться в атмосферу World of Warcraft, заставив его почувствовать масштабность открытого мира при перемещении между локациями. Но как бы там ни было, это не должно было вызывать неприятное ощущение от бесполезно потерянного времени. Перенесемся в Танарис. Зона, стилизованная под планету-пустыню Татуин из франшизы Звездных войн. Частенько в World of Warcraft можно было увидеть подобное. По сути, весь Азерот состоит из различных тематик и отсылок к известным фильмам и произведениям. Кстати, вы можете это увидеть, перейдя по подсказке в правом верхнем углу экрана. Тут мы увидим и знакомую архитектуру жилищ местных обитателей, и даже по соседству тот самый гоночный трек, где Энакин участвовал в гонках. Задумки разработчиков были весьма обширны, но по неизвестным причинам не были воплощены и по сей день. Гоночный трек вполне возможно не ввели из-за проблем с авторскими правами, по которым их могли притянуть за копирование идей Звездных войн. Возьму на себя смелость это предположить, поскольку не могу объяснить тот факт, что концепцию гонок не ввели ни в бете, ни на релизе, ни в последующих дополнениях, а в Катаклизме и вовсе затопили всю локацию, похерив эту идею с концами.
Если бы проблемы были чисто технические, то рано или поздно ивент был бы добавлен, но поскольку локация была затоплена, то стало быть не в этом дело. Танарис. Самая отдаленная южная локация Калимдора и очень неудобная для посещения игроков Альянса. Если для Орды в принципе все просто, ее территории плотно граничат с Танарисом, то для Альянса крайне все сложно. По достижению необходимого уровня игрокам приходилось от Террамора пилить через враждебный Баронс, после через Тысячи Игл, которая хоть и была спорной территорией, но преобладала в ней также Орда, которая могла доставить массу проблем, прежде чем позволить игроку открыть полетку в Гаджетгане. Но согласитесь, это неудобно. Любая беготня на далекие расстояния вызывала негативные эмоции. Разработчики знали, что это неудобно, поэтому приняли меры по сокращению пути в труднодоступную зону. В пустыне на побережье был заложен портовый город, принадлежавший хорошо известному картелю Хитрой Шестеренки, который должен был быть соединительным пунктом между другими пиратскими городами, в частности Бутибеем и Ратчетом. Корабли, по задумке дизайнеров, должны были курсировать между нейтральными пиратскими городами и быстро доставлять игроков, куда им потребуется. Да, это как раз все объясняет, почему квестовые NPC нас так легко отправляют из пиратской бухты в Танарис продолжать квестовую линию, и которые я с легким сердцем отменял, представляя, сколько мне пилить на другой континент, чтобы доставить там какое-нибудь письмо и получить за это задание кроху опыта. Вы же замечали в процессе игры, что что-то не так. Почему, выполняя какой-то незначительный квест, мы должны были протащиться через полмира, отнести какой-нибудь крепкий напиток в подарок знакомому гоблину или двинуться во внутренние земли за ингредиентом для Нугельфогера? Это еще хорошо, если маунт есть, а если на своих двоих? Разработчики увиливали, говоря, что это для того, чтобы мы знакомились с миром, исследовали его, все такое. Но на самом деле просто скрывали свои недоработки. Откровенно признаться, что игра вышла сырая и незаконченная, но они не могли. Возможно, были планы когда-то все доделать, но, увы, все осталось в первозданном виде. Геймдизайнер, создававший логистику в мире World of Warcraft, все очень хорошо продумал, и система перемещения между портовыми городами должна была быть отлично реализована. Я напомню, что в то время еще не было ни таверн, ни камней возвращения, городов было мало, и мастера полетов не в каждом находились. Игрокам приходилось в нужные точки добираться самим, без какой-либо помощи. Поэтому нужно было как-то все оптимизировать до вменяемого состояния. Разработчики сами сколько раз говорили в интервью, основываясь на опыте других игр, в которые с удовольствием играли, в World of Warcraft нам хотелось бы привнести все то, чего не хватало игрокам в других играх. Ну так... При тестировании Танариса игроки жаловались, что город далеко расположен от дальних квестовых спотов и приходилось до него очень долго добираться. А в центре образовалась какая-то безжизненная зона, в которой активность была минимальна. Подумав, пришли к решению, что это дело надо исправлять. И единственный город в пустыне подвинули ближе к центру, как раз на выходе из Тысячи Игл. Ну, чтобы игрокам еще и не пришлось разыскивать административный центр Танариса, когда они с Баронса приходили сюда пешком. Воспользовавшись клиентом альфа-версии, я могу вам показать, что патч 0.5.3 как раз застал процесс перетаскивания портовых построек с побережья. Они еще сохранили изначальную архитектуру, не измененную на стилистику татуинских городов. Возможно, эта идея пришла позже, когда заметили, что подобные дома не очень-то вписываются в безжизненные пейзажи пустыни. Город как будто разорвали на две половины. Пристань на берегу так и осталась. В надежде, что когда-нибудь к ней пристанут корабли из союзных городов. Но идея-то, как и многие другие, была похерена навсегда. Почему так? Не знаю, причин много. Тут может быть и сложность реализации маршрутов кораблей. Одно время они вообще не могли плавать, а их роль выполнял офицер на берегу, который телепортировал игроков. Это, кстати, самая вероятная версия. Маршруты кораблей наладили, но, видимо, не все. Те корабли, что должны были перевозить игроков, застыли в этом старом альфа-клиенте, как безмолвные свидетели тех времен. Мы должны были получить отправные портовые точки, которые сообщались между собой в Танарисе, в Фераласе, во внутренних землях, в Десаласе. Альянс, по идее, должен был доплывать до Саушора из Менетила. И, возможно, корабль еще отплывал от никому неизвестного острова Доктора Лапидуса, про который мало кто слышал, но про который вы еще услышите, если не забудете подписаться на канал с колокольчиком на все оповещения. У меня уже было похожее видео, но в силу недостатков материалов я тогда мало что мог про него рассказать, несмотря на то, что это была огромная зона, полностью удаленная из альфа-версии. Зато сейчас это возможно.
Спасибо за то, что досмотрели это видео до конца и поддержали его лайком и комментарием. Ну а эта тема будет продолжена, так как как много всего осталось в прошлом и требует детального изучения. Удачи вам, дорогие мои, не болейте.